Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгения Ващенко, и наш канал «Семейный хендмейд». Сегодня я покажу вам, как можно быстро и просто сделать пчел для украшения дачного участка из пластиковых бутылок, контейнеров от киндер-сюрпризов и другого бросового материала. Такие пчелки хорошо смотрятся как в паре, так и целым роем. Их можно повесить на ветки деревьев или смастерить для них улей и оформить у себя на участке целую пасеку. Кстати, они не только украшают огород, но и отпугивают птиц, желающих склевать ваш урожай. Так что это вполне себе полезная поделка. Итак, приступим к работе. Я буду делать несколько вариантов пчел. И для первого нам понадобятся любые пластиковые емкости. Я использую бутылочки от краски для волос. Но вы можете взять все, что найдете дома, даже самые обыкновенные пластиковые бутылки. Моем, сушим, снимаем этикетки и раскрашиваем нашу основу желтой акриловой краской. Лучше раскрашивать в 2 слоя, чтобы краска легла ровно и не просвечивала. При желании можно раскрасить заготовки аэрозольной акриловой краской. Так выйдет намного быстрее, но менее экономно. После полной просушки черной краской рисуем полоски. Для удобства можно воспользоваться широкой кистью или спонжем. Крышки, если они не черного цвета, также раскрашиваем черной краской. Глазки пчелам можно нарисовать, но мне нравятся более объемные поделки, поэтому я делаю их из пластиковых и деревянных бусин, и даже просто из крупных пенопластовых шариков. В зависимости от того, где вы будете рисовать радужку, между отверстием в бусине или на самом отверстии, пчелки будут смотреть либо прямо, либо глазки у них будут в кучку. Экспериментируйте и выбирайте самый симпатичный для вас вариант. Удобнее раскрашивать глазки, если надеть бусины на зубочистке, а сушить, втыкая их в губки для посуды. Крылышки вырезаем из прозрачных или белых пластиковых бутылок. Размер и дизайн делайте на свой вкус. Края крылышек лучше опалить зажигалкой, чтобы они хорошо держали форму. Шилом прокалываем 2 отверстия, через которые будем крепить крылышки к туловищу. Такие же 2 отверстия просверливаем шуруповертом или раскаленной спицей в спинке у пчелы. И проволокой соединяем детали воедино, не забыв сверху сформировать петельку для подвеса. Обратите внимание, как я вставляю проволоку в пчелу. Сначала загибаем проволоку в крючок, вставляем его в одно отверстие и вытягиваем из второго. Это, пожалуй, самый аккуратный и самый незаметный способ крепления. Наша пчела готова. Ее можно покрыть аэрозольным акриловым лаком и повесить в сад для декора.
Во втором варианте нам понадобятся желтые контейнеры от киндер-сюрпризов или других сладостей. Также можно использовать любые другие емкости желтого цвета. Бумажным малярным скотчем или изолентой формируем пчелиную раскраску. При необходимости нарезаем скотч на полоски нужной ширины. Чем тщательнее вы их приклеите, тем аккуратнее прокрасятся детали. Предвидя ваши вопросы, сразу объясню, что в первом варианте также сделать нельзя, так как вместе со скотчем и изолентой вы снимете и желтую краску. Закрашиваем черной краской, желательно в 2 слоя, получившиеся полоски и даем заготовкам полностью высохнуть. Аккуратно снимаем скотч. Для усиков отрезаем кусочек проволоки и сгибаем его по центру. В контейнере в районе головы просверливаем шуруповертом или раскаленной спицей 2 отверстия. Вставляем изнутри контейнера проволоку и закручиваем круглогубцами усики на свой вкус. Вырезаем из белой бутылки крылышки, оплавляем края зажигалкой, придаем нужную форму и прикручиваем проволокой крылышки к туловищу. Не забудьте сформировать петельку для подвеса. Рисуем на свой вкус пчелке мордочку. По желанию покрываем акриловым лаком и отправляем пчелку опылять цветочки. Такие малыши хорошо будут смотреться на комнатных цветах или в уличных горшках с петуниями. По такому же принципу я сделала пчел и из больших контейнеров. С той лишь разницей, что усики украсила бусинами, а глазки вырезала из белых пластиковых бутылок. Глазки приклеила на клей дракон. Он водостойкий и подходит для уличных поделок. Также симпатичные пчелки получаются из небольших круглых пластиковых бутылок от лимонада. Этим пчелкам уже 4 года, и они постоянно висят на улице. Как видите, они, конечно, запылились, но в целом в достаточно хорошем состоянии. Веселые пчелы получаются из бутылочек от лимонного сока Сицилия. В общем, экспериментируйте, пробуйте, и у вас обязательно все получится. Как я уже говорила, пчел можно просто подвешивать в желаемых местах, а можно сделать из них мобиль, например, прикрепив их к детскому обручу. Фантазируйте, творите и не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Всем хорошего настроения и до новых встреч! Пока-пока!